польский курорт глазами иностранцев. Это всегда чуть больше, чем просто отдых. Это открытие страны заново. И сегодня я покажу вам город Леббу, такой, как мы ее увидели, без фильтров, с детьми, с морем и с любовью. Так, начнем мы немножко с истории, и чтобы прочувствовать глубину этого места. Лебба — это старинный рыбацкий поселок, первое упоминание которого еще датировались 13 веком. Тогда деревня стояла ближе к морю, но ее засыпало дюнами. Это настоящие песчаные монстры. В 16 веке жители просто перенесли город на новое место, подальше от песка, представляете? Но дюны никуда не делись, они остались, и теперь это Славинский национальный парк. Самые высокие подвижные дюны в Европе. Прикиньте, по факту у Польши есть своя маленькая пустыня. Кто вообще знал об этом, напишите в комментариях. И это всего 3 километра от центра города. И самое интересное, что эти дюны двигаются на несколько метров в год. Но к ним мы еще вернемся. Если коротко, я бы описал этот город так. Лебба — это сочетание спокойствия, дикости природы и морского курортного вайба. Это не Сопот и не Хель. Здесь все по-другому. Меньше толпы, больше простора, невероятный кристально чистый сосновый воздух, песок и настоящая чистая Балтика. Мы решили жить в кемпинге у самого моря. Слышите этот звук? Да, и он тут каждый день, а каждый вечер такие закаты, что пытаться описать это словами – самое бессмысленное занятие. Кстати, еще почему поехали мы именно в Леббу? Потому что нам неоднократно рекомендовали это место поляки, подписчики и просто знакомые. Однажды в разговоре я удивился, зачем люди из Гданьска ездят в Леббу, на пляж. Ведь кемпингов возле Троемяста огромное количество. А пляжи практически такие же. Но на это мне ответили, что песок на пляжах Леббы особенный, а качество кемпингов намного лучше. Поэтому людям не лень ехать больше часа за вот этими прелестями. И надо сказать, очень даже не зря. В Польше очень распространен отдых в кемпингах. Мы уже делали видео о том, как отдыхают поляки, и рассказывали, что здесь в кемпах все мега чисто, ухоженно, цивилизованно, и по сути это отель на природе. Но, к сожалению, я не могу сказать, что это дешевый отдых. Провести сутки в кемпинге с автомобилем, 5-местной палаткой, 2 детьми и 2 взрослыми нам обходилось в районе 200 злотых с подключением электричества. Если пересчитать за месяц, то это примерно стоимость аренды жилья в Варшаве. И вот мы сейчас из нашего лагеря в кемпинге, который стоит под соснами и буквально в 3 минутах ходьбы от пляжа, выезжаем в город Леббу посмотреть на этот маленький, но прикольный городок. Супер милый европейский город, вымощенный брусчаткой. И прикольно, что во всех городах Польши перекрывают прогулочные улицы, делают по выходным, чтобы люди могли гулять. Ну, плюс туристическое место, естественно. Но атмосфера реально такая курортная, и первое ощущение очень прикольно. Так, небольшая сноска по ценам. Обсуждаем, и Настя прифигела, что кофе, по сути, стоит, как и везде, плюс-минус 21 злотый за вот эту чашку. А сколько, что сказала, десерты сколько? Да, кусок тортика 28. Говорит, кусок десерта 28 злотых. Вот, это что, позолоченные десерты, что ли? Посыпаны золотой стружкой и на титановой платиновой влитой тарелочке, которую тебе дарят потом с собой после поедания десерта. Не могу поверить, надо пойти справдить. 28, 26, 26, 24, 29. Ну так. Окей, деньги.
Скромные мигранты из Беларуси. Это место не для нас. Идем там, где раздают, где там в ашрам, где раздают еду бесплатно. Ну и качество конкретного кемпинга, в котором мы были, Fly Camp, просто запредельное. Вот это такой модный ресепшн. Из контейнеров все у них сделано. В общем, рекомендуем. Тут еще огромное поле вот в эту сторону. И вон туда вглубь. Там уже выход. Сейчас подойду, покажу. Там есть отельчик. Вот здесь въезд. Нереальная детская игровая площадка, кафе. Супер новые санузлы, уборные, душевые, горячая вода, электричество. В сезон проводится анимация, 2 раза для детей, для взрослых спорт. Раздельный мусор. Есть на территории стиралка за 20 злотых и 10 злотых можно посушить. Мы уже пользовались пару раз, когда долго стоишь, это очень важно. Тут около 9 или 10 домиков вот такого плана с видом там на сосновый лес, на парк национальный. Но они, по-моему, сейчас по 200 евро стоят в сутки. Это какой-то космос, чересчур, прям борщ. Чехи приехали на автобусе. Автобус Campervan. Прикольно. Почему бы и нет? Нам бы хотя бы какой-нибудь такой. Прикольно. А тут, кстати, собираются сделать отель. Пока не достроен, но прекратили стройку, потому что сезон начался, люди отдыхают. Вот, ну, типа будут комнаты, я так понимаю, отельки. Комнаты, типа как в тех домиках по 200 евро. А дети вот тут у нас гуляют себе. Море. Конечно, оно не такое, как на югах. Оно холодное, но при этом живое и настоящее. Чем примечателен отдых на Балтийском море, что еще вчера мог быть шквальный просто ураган, леденющий просто. А если в воду окунуть ногу или руку, то она отмерзает через 15 секунд. А на следующий день солнце, погода и вот это вот все, настоящий пляжный отдых. Мне вот подобные пляжи, наверное, милее всего. Ну, за исключением тех дней, когда супер ураганные бушующие ветра, которые сносят тебя или засыпают просто песком по самую макушку. А мы уже тем временем доехали до Свиноустья, и у нас тут совсем другие впечатления, нежели от Лебы. Тут как-то очень странно. И напоминаю, что в нашем телеграм-канале много полезной информации по переезду жизни в Польше, всякие скидки, контакты полезные, поиск жилья и также перечень всего нашего оборудования, с которым мы прожили месяц в кемпе, где заказывали, отзывы и все такое. Короче, полезная информация. Телеграмчики, кому нужно, приходите. Сейчас наш список, что обязательно мы бы советовали посмотреть в Лебе. Все, кто хоть немного знаком с Польшей, уже знает, что эта страна щедро одарена природной красотой. С одной стороны потрясные горы, а с другой стороны длинное морское побережье, а между ними прекрасные леса и озера. Но кто знал, что в Польше есть своя пустыня, да еще и двигающаяся? Возле города Леба есть огромное озеро, которое так и называется Лебское. Так вот, между озером и морем образовались песчаные дюны, которые двигаются на несколько метров в год. Все это находится на территории национального парка, поэтому вход платный. От автостоянки нужно идти примерно 5,5 километров до дюн. А можно подъехать на Мелексах за дополнительную плату, естественно. Мы выбрали что-то среднее, так как с детьми. 3 км ехать и 2 мы шли пешком. Также и в обратную сторону. У начала песков мы встретили диких маленьких лисят, которые спокойно гуляют среди туристов. Людей, кстати, было немало, но места всем хватает. Пустыня ж все-таки. И да, нужно понимать, что на самих дюнах тоже придется много ходить.
И сразу наблюдаем проявление силы природы. Песок засыпает лес, и деревья погибают. Это, кстати, и есть то самое передвижение. Песок сдувает ветром, который дует все время с одной стороны, и засыпает постепенно лес. На вершине холма можно увидеть и море, и озеро с разных сторон. Ветер очень сильный, и тут становится понятно, почему дюны движутся. Песок непрерывно летает в полуметре от земли, засыпает глаза, рот, объективы камеры, вообще все подряд. И тут под предлогом развлечений родители могут сделать с детьми то, о чем иногда втайне мечтают. Ну и потом самой после 6 лет с двойней вот туда же. Какой-то мешок с мамой. И тут Настя поняла, что ей 40 лет и что вестибулярный аппарат уже не тот. Но это шутка. Я думаю, вы понимаете, да? Семья, любовь, счастье, бабочки. Эй, Короче, мы очень хорошо повеселились, очень советуем, но какой-то хулиган у нас украл кроссовок. Возможно, это лисы? Короче, без потерь не обошлось. Мы оставили за будкой. Оставили сандали, все наши кроссовки. Вернулись, и кто-то взял, выбросил один кроссовок наш. Мы не будем думать на людей. Все-таки надо верить в людей, в добро. Гоняют теперь на найках. Следующее – это прогулка по набережной. Тут рыбацкие лодки, кафе, много свежей рыбы, также очень много копченой рыбы, они ее здесь коптят, и это тоже такая национальная особенность вот этих приморских курортов. Очень популярная тема здесь, везде на каждом углу все коптят рыбу, но мы как бы этим не увлекаемся, но наш знакомый сказал, что странно, что не местную, а какую-то привезенную, я не знаю, может обманывает друг. Джек, я думаю, ты будешь смотреть, который сказал это. Еще проверим твои слова. Получилось! Да, спасибо! Такие тут всякие кафешки тоже прикольные. Ну, есть много классических ресторанов, просто где такая типа столовая еда классическая, домашняя. А вот тут возле пристани нам нашлось с нашим меню, которое как раз нам подходит. Такое с видоком трошечки. Хотят сюда переезжать. Кто? Дети? Или мы на крышу посидим? Не, пойдем вниз, покушаем спокойно. Не то чтобы мы не ожидали, но мы не ожидали офигенно просто. Стол сегодня нам попался, просто мы вечно привередничаем, а тут нам все прям по вкусу. Также хотела сказать, что в Польше особенно любят детей, и это видно по благоустройству и инфраструктуре, которая создана специально для детей. Игровые площадки, кафе, в кемпингах обязательно игровые, анимация, в городе тоже всего предостаточно. Это очень и очень большой плюс, за который мы тоже особенно любим Польшу. Музей бабочек и динозавров. Дети были в восторге, либо на самом деле вообще переполнены развлечениями для детей. И парки аттракционов, и много музеев, побольше, поменьше. Если честно, мы за месяц даже и половины не обошли.
обычно поляки умеют и обустраивают свои города. Очень круто. Вот в центре детская игровая, здесь офигенный такой парк с фонтанчиками. Вот, кстати, только что намучился с колесами, с этим ручным насосом. Стоит вот новая штука такая для колес. Тоже куча кафешек, вон офигенные, тоже туалеты общественные, такие круто сделанные, свеженькие. Классно вообще, очень приятно прогуляться. Такой трек и для серф-скейта, на котором Настя на Бали кататься любила, и для великов. Прикольно. Люди. Так как мы родом из Белоруссии и говорим мы на русском языке, хотя за это постоянно летят нас тухлые помидоры от тех людей, которые не хотят упорно понимать обыденные вещи, но мы не будем заострять на этом внимание и что-то кому-то объяснять. Иногда переживаешь, что за язык могут на тебя косо смотреть. Мы, конечно, стараемся учить польский язык, и наши дети практически без акцента говорят уже на польском языке, благодаря целому году, который они провели в детском саду в Варшаве. Мы просим их помогать нам учить польский язык, но я могу сказать, что за целый год мы не встретили ни разу никакой агрессии, никакой ненависти, никаких оскорблений. Все помогают, все дружелюбные, и в целом ощущение от поляков и от Польши очень дружелюбное, и об этом мы не раз рассказывали в наших видео, хотя в комментариях многие бесятся, что как это так, потому что они встречали какой-то негатив. Но я не знаю, либо это люди сами распространяют негатив и встречают подобное, либо, конечно же, я не могу исключать, что где-то когда-то что-то происходит. Мы просто говорим о своем опыте, и он у нас таков, что все поляки, с которыми мы до сих пор встречались и общались, мега дружелюбные, вежливые, тактичные и интеллигентные люди. Ну вот и вот так вот. Есть как есть. Ничего не придумываем. Чтобы нам не предъявляли за то, что мы только все хвалим, я бы отметил одну польскую особенность, о которой тоже упоминал в прошлых видео. Это ярко выраженное, подчеркнутое однообразие. Куда ни поедешь, везде одни запеканки, лёды, хот-доги, и по всей набережной оно все плюс-минус одинаково. Не могу сказать, что мне это нравится, но я не могу сказать, что мне это не нравится. Это просто такая особенность, которая вот просто есть. И в каждой стране есть свои особенности, и это абсолютно нормально. Самое главное, что всех местных это устраивает, и когда есть большой спрос, то там и появляется предложение. Оно как бы на пустом месте тоже не рождается. Ну и, конечно, наше любимое — это кемпинг и костры. Это был не просто отдых, а почти тотальная перезагрузка. Даже несмотря на то, что у нас не было детского сада, и дети были постоянно с нами, благодаря той инфраструктуре и условиям для детей, которые были в этом кемпинге, мы просто нереально круто провели время. У нас отдельное видео есть о месяце жизни в этом кемпинге. Так что советую посмотреть, и очень рекомендуем именно этот кемпинг, потому что он самый близкий к морю. У него 2 своих приватных выхода. И он один из самых свежих и такой прям, не знаю, современный, лично нам по душе. Хотя их там огромное количество, можете выбрать на любой вкус, но они уже будут чуть дальше от моря. Маленький раздел с советами. Лично я не ехал бы в разгар сезона, потому что адские цены и максимальное количество народа. Мы, кстати, в Лебе были в июне, до начала всего этого сезона. Там мы попали на большие праздники, и вот как раз на 4 дня наехало вот максимально просто, как шпроты в банке. Но потом люди разъехались, и мы прекрасно провели время. Выбор кемпинга я уже озвучил, это наш личный выбор. Кстати, это не реклама, это чистая рекомендация от души. На дюны обязательно возьмите с собой воду, головные уборы. И если есть возможность, как мы, берите с собой велосипеды, потому что на дюны можно поехать на велосипедах, чего мы не сделали, и пожалели. Ну а если велосипедов нету, то есть вот эти мелексы, о которых мы рассказывали. Леба — это не просто курорт, это место, куда хочется вернуться. И я уверен, что мы вернемся туда, и особенно в этот наш любимый кемпинг. Может быть, не каждый год, но когда-нибудь точно. Наверное, если бы мы уезжали домой, мы уезжали бы с легкой грустью, но у нас впереди была целая польская набережная от Гданьска до границы с Германией. И впереди у нас большой цикл выпусков о польских курортах, поэтому если вам понравилось это видео, подпишитесь, поставьте лайк и напишите комментарий, как вы видите польские курорты, любите ли вы отдыхать или вы любите отдыхать за границей. Спасибо за внимание, увидимся в новых видео. Пока-пока.